Идеальный простой белый хлеб с мягким мякишем и хрустящей корочкой. Я перестала покупать хлеб, тем более, что готовить его очень просто, а на вкус он бесподобный. Берем 350 грамм просеянной муки, 5 грамм сухих дрожжей, 2 чайные ложки сахара и 1 чайную ложку соли. 35 грамм растительного масла. У меня оливковое, но можно заменить на любое растительное масло. И 215-220 мл теплой воды. В планетарном миксере замешиваем тесто в течение 10 минут. Конечно же, тесто можно замесить и руками. Накрываем полотенцем и даем тесту подняться. Это может занять час-полтора, зависит от температуры на кухне. Чем теплее, тем быстрее. Прошел час, и тесто хорошо поднялось. Поверхность присыпаем мукой и вытаскиваем наше тесто. Тесто растягиваем руками в пласт. Теперь нам нужно его несколько раз сложить. Берем с одной стороны и складываем до середины. Также повторяем со второй стороны. Немного разминаем руками и опять складываем. С одного края до середины и также со второго. Опять разминаем тесто. Я делаю это руками, вы же можете воспользоваться скалкой. Хорошо разминаем с обеих сторон и формируем в форме рулета. Защипываем все края, кладем наш хлеб на противень, устеленный пергаментной бумагой. Защипом вниз. Накрываем миской или пищевой пленкой и полотенцем и даем тесту отдохнуть еще где-то на 40 минут-час. Хлеб хорошо подошел. Аккуратно смазываем его молоком. Молоко можно также заменить на воду. И острым ножом делаем неглубокие надрезы поперек. Сверху присыпаем немного мукой и отправляем в заранее разогретую духовку. Выпекаем при 180 градусах в течение 30 минут или до готовности. Можно проверить с помощью деревянной шпажки. Протыкаем хлеб, и если она выходит сухая, значит хлеб готов. Хлеб получается очень воздушным и напоминает батон из детства. Очень вкусный, как с соленым, так и со сладким. Хлеб почти не крошится и хорошо держит форму. Очень мягкий, с хрустящей корочкой. С этим хлебом я делаю бутерброды детям в школу. Очень важно дать хлебу полностью остыть и только потом его нарезать. Я нарезаю сразу весь хлеб, кладу в пакет и убираю в морозилку. Когда нужно, достаю, и у меня всегда есть свежий хлеб. Разогреть его можно в тостере или на гриле, или просто дать полежать пару минут, и хлеб сам хорошо оттает. Обязательно попробуйте этот рецепт и напишите в комментариях ваш результат.